Приветствую всех на моем канале. Здесь я рассказываю о кельтской культуре и о тех удивительных местах и событиях, где кельтские предания находят отражение даже в христианских житиях ирландских святых. Сегодняшняя история как раз из таких. Это рассказ о святой, жизнь которой напрямую связана с пчелами. Пчелы в истории этой святой гораздо более важный персонаж, нежели просто насекомые, приносящие мед. Еще в древнеирландской, можно сказать, в кельтской традиции существовало такое предание, что душа умершего человека после смерти покидает тело в виде пчелы или бабочки. Именно такие существа могли выступать в роли посланников из иного мира и посредников между миром живых и миром духов. Здесь важно сделать одну оговорку. В ранних средневековых источниках о святой Гобнит, покровительнице пчеловодства, нигде прямо не указано, что пчелы – это посланники иного мира. В житиях говорится о том, что она разводила пчел, что пчелы защищали ее монастырь, и что они были частью ее жизни и ее чудес. Здесь основной момент какой? То, что когда в Ирландии начало закрепляться христианство, это примерно 6-7 века после Рождества Христова, монахи и летописцы увидели в этих народных образах, таких как пчелы, священные источники, что это уже были такие мощные символы в глазах местного населения. И поэтому древние кельтские представления вот так очень органично соединились с христианской этикой чудес и заступничества. То есть простым людям вот такие архетипы были близки и понятны, поэтому церковь их и использовала. Это вообще очень характерно для христианской традиции кельтов, когда древняя кельтская символика и христианские легенды гармонично так сочетаются друг с другом. Это делает предания о святых наиболее близкими простому народу и понятными для народа. Поэтому рассказ о Гобнит многие трактуют через кельтский символический язык. О святой Гобнит, к сожалению, не осталось цельных агеографических текстов, где были бы последовательно описаны ее жития и чудеса. Так что все, что мы знаем об этой святой, это все складывается буквально по крупицам. Из местных преданий, из церковных поздних записей, из фольклора и из устной народной традиции. Имя этой святой по-ирландски звучит как Гобнит. По-английски ее имя произносится как Гобнайт. В средневековых текстах есть еще такие варианты ее имени, как Абигейл или Дебора. Почему Дебора? Потому что имя ветхозаветной пророчицы Деборы с иврита переводится как «пчела». Дебора из книги Судей – это духовный и политический лидер, женщина-судья племен народа сынов Израиля, то есть потомков Иакова, в XII веке до Рождества Христова. И таким образом в христианской традиции возникает такая удивительная параллель. Дебора, имя которой переводится как «пчела», и Гобнит, ирландская святая покровительница пчел. Для монаха-переписчика времен XII-XV веков это выглядело как совершенно очевидная вещь. Святая из Библии, из Ветхого Завета, связанная с пчелами. Значит, ирландскую святую можно уподобить Деборе, чье имя и означает «пчела». В некоторых латинских источниках святую Гобнит даже так и называют Дебора Хиберния, то есть Дебора Ирландии. День святой Гобнит празднуется 11 февраля, после Имболка, праздника богини Брит и святой Бригитты, о чем я рассказывала в своем предыдущем видео. Посмотрите, если еще не видели. Ссылочка должна сейчас появиться где-то здесь, в правом верхнем углу экрана. А также я оставлю ссылку внизу, в описании под этим видео. Вот именно в это время, прекрасное, чудесное, еще абсолютно незаметное глазу, время пробуждения природы, в Ирландии вспоминают святую Гобнит, жизнь которой была неразрывно связана с пчелами. По преданиям, святая Гобнит родилась в графстве Клэр, провинции Мунстер, в VI веке. В семье у нее было не все хорошо и спокойно. В письменных источниках говорится, что были некие распри и конфликты, которые вынудили ее покинуть родимый дом. Но в ирландской агеографии это подается не как бытовые семейные проблемы, а как классический мотив духовного пути святого. Здесь скорее показан уход от мира, раздираемого страстями, в поиске тишины и божественного призвания. И вот она добирается до отдаленных Аранских островов,
далеко на западе Ирландии, и останавливается на острове Иниш-Ир, что переводится как «остров на востоке». Это самый ближайший к материку остров из группы островов Аран. На острове Инишир Гобнит учится у святого Энде, одного из ключевых фигур раннего ирландского монашества, которого еще называют отцом монашества Аранских островов. Именно он в VI веке превратил эти суровые острова в центр аскетической, молитвенной и учебной жизни, куда прибывали ученики со всей Ирландии. На Аранских островах, кстати, жители до сих пор говорят на ирландском языке, а старинные традиции там сохранялись дольше, чем где-либо еще. Именно поэтому эти острова часто называют тем местом, где можно по-настоящему почувствовать отголоски древней Ирландии. На фото мы видим церковь Святой Гобнит на острове Инишир. Хотя церковь построена в XI веке, археологические раскопки показали, что церковь действительно стоит на месте, которое использовалось как монастырское поселение с VI-VII веков, что подтверждает легенду о так называемой хижине Улье Святой Гобнит на этом острове. В раннеирландском монашестве кельи – это небольшие жилища монахов и монахинь, которые часто строились округлыми, обычно из камня с соломенным покрытием. Такая форма была практичной. Круглая стена гораздо лучше сопротивляется ветру и дождю. Так что вполне возможно, форма кельи Святой Гобнит действительно напоминала улей. Но мы этого точно не знаем. На отдаленном острове Инишир происходит событие, которое определяет всю дальнейшую жизнь святой. Это один из самых мистических эпизодов из преданий о жизни Святой Гобнит, напрямую связанный с кельтской мифологией. И об этом я расскажу в следующем видео. Спасибо за просмотр. До встречи на моем канале.